Знаете ли вы, что Новый год– это не просто еще один день в календаре, а тот самый момент, когда вы можете взять все в свои руки и буквально переписать свою историю? Это чистый лист бумаги, возможность начать все сначала, переосмыслить свои цели и приоритеты, написать новую главу своей жизни, наполненную яркими красками, смелыми мечтами и невероятными достижениями. Это время, когда даже самые дерзкие желания кажутся вполне осуществимыми, а воздух пропитан особым волшебством и верой в лучшее. Не упустите этот уникальный шанс. Воспользуйтесь этой магической атмосферой, чтобы заложить прочный фундамент для будущего успеха и счастья. Позвольте себе помечтать, поверить в чудо и сделать первый шаг навстречу своим самым заветным желаниям. Прямо сейчас напишите в комментариях свое главное намерение на этот год. Поделитесь, какой привычкой вы начнете менять свою реальность. И самое главное, скажите себе: «Я готов стать новой личностью, чтобы моя жизнь кардинально улучшилась». Смотрите видео до конца, чтобы узнать, как максимально эффективно использовать энергию новогоднего периода и превратить свои мечты в реальность. Первый шаг. Посмотрите на Новый год как на возможность начать заново. Задумайтесь, сколько раз вы встречали Новый год и тайно надеялись, что жизнь изменится, как будто по мановению волшебной палочки. Мы открываем шампанское под бой курантов, обнимаем родных и близких, а внутри шевелится волнение. А вдруг в этот раз будет по-другому? Но уже через несколько недель все снова возвращается на круги своя. Почему так происходит? Дело не только в том, что время бежит вперед само по себе, а в том, какой смысл мы вкладываем в привычные ритуалы. Новый год – это не формальная дата в календаре, а шанс обновиться и сознательно задать тон предстоящим месяцам. Все начинается с нашего внутреннего выбора. Каким будет мой следующий год? Какой версией себя я хочу стать, а что оставить позади? Уделите внимание этим вопросам еще до праздника. Напишите ответы на листе бумаги или даже здесь, в комментариях под видео. Превратите новогоднее торжество в настоящий старт нового этапа жизни. Второй шаг – остановка и переоценка прошлого. Для многих из нас встреча Нового года – это момент, когда хочется забыть о проблемах, горестях и неудачах уходящих месяцев. Но прятаться от прошлого – не лучший способ начать что-то новое. Важнее признать все уроки, которые мы получили, даже если они были болезненны. Представьте, что в уходящем году вы прошли серьезный экзамен, а в следующем вам предстоит применить полученные знания. Если вы не усвоите эти уроки, то рискуете столкнуться с теми же препятствиями заново. Поэтому постарайтесь уделить время переосмыслению. Сядьте в тишине, возьмите блокнот и сформулируйте, какие полезные навыки вы обрели. Возможно, вы научились более гибко реагировать на стресс или начали глубже понимать собственные ценности. Пусть это будет ваше золото прошлого года, которое вы берете с собой. Все остальное – обиды, разочарования, ненужные обязательства – отпустите с благодарностью. Третий шаг – освобождение от ненужного. Как часто мы тянем за собой груз старых мыслей, эмоций, обид? Представьте, что вы несете тяжелый рюкзак, наполненный камнями, и хотите быстро добежать до цели. Камни – это ваши старые убеждения. «У меня не получится», «Я не заслуживаю лучшего», «Время все равно упущено» и так далее. Снимите этот груз. У каждого из нас есть привычки и паттерны поведения, которые уже не приносят пользы. Может, вы тратите слишком много времени в соцсетях или вечно откладываете важное на потом. Новый год – отличная возможность сказать: «Стоп, я не буду таскать за собой этот балласт». Пусть в последние дни декабря у вас появится маленький ритуал. Напишите на бумаге то, что мешает двигаться вперед, и избавьтесь от этого символически. Сожгите лист, порвите его, положите в коробку, которую затем спрячете подальше. Такой жест укрепит ваше внутреннее намерение освободиться от всего лишнего и начать жить легче. Четвертый шаг – подготовка к празднику с душой. Часто подготовка к Новому году сводится к покупке подарков, продумыванию меню и украшению дома. Это прекрасно, ведь атмосфера праздника важна, она поднимает настроение. Однако стоит уделить время и внутренней настройке. Задумайтесь, какие эмоции вы хотите испытывать в новогоднюю ночь. Возможно, радость, воодушевление, чувство единения с близкими или тихое умиротворение. Наполните пространство такими деталями, которые помогут вам ощутить именно эти состояния. Зажгите свечи, повесьте гирлянды, включите музыку, создающую подходящую атмосферу. Если вы хотите больше уюта и гармонии, сделайте уборку и выбросьте хлам. Пусть все вокруг напоминает вам, вы готовы открыть новую главу.
Очищая пространство, мы символически даем место для чего-то свежего и вдохновляющего. Пятый шаг – осознанный настрой на празднование. Представьте себе вечер 31 декабря. За окном темнеет, в доме пахнет мандаринами, на столе вкусные блюда, а родные уже заняли места у телевизора или в гостиной. До боя курантов остаются считанные часы, и обычно в это время мы торопимся с последними приготовлениями или бегаем в магазин за забытыми мелочами. Но давайте в этом году сделаем иначе. Остановитесь на несколько минут, найдите тихий уголок и сядьте с прямой спиной. Закройте глаза и представьте, как секундная стрелка приближает нас к полуночи, и вместе с каждым ударом часов вы отпускаете старые сомнения и ограничения. Почувствуйте, что внутри просыпается радость от мысли: «Сейчас я вступаю в совершенно новый этап жизни». Позвольте себе осознать, что вы не просто ждете чудес, вы и есть создатель этих чудес. Праздник не снаружи, он в вашем сердце. Шестой шаг – определение личных целей и приоритетов. Новый год часто ассоциируется с целым потоком обещаний, которые мы даем себе. С 1 января сяду на диету, буду делать зарядку, наконец начну учить иностранный язык. Однако резкие обязательства без глубокой внутренней мотивации могут обернуться лишь коротким импульсом. Гораздо эффективнее задать себе вопросы: для чего я хочу этой перемены? Что я действительно получу, если буду жить по-новому? Если вы желаете укрепить здоровье, то сфокусируйтесь не только на цифрах на весах, но и на том, как изменится ваше самочувствие, насколько активнее и бодрее вы станете. Если вы планируете сменить работу, представьте, как будете радоваться новому делу и развиваться в нем. Каждый раз, когда мы понимаем, зачем нам это нужно, наша решимость становится сильнее. Сформулируйте для себя конкретные и вдохновляющие цели, которые хочется выполнять не из-под палки, а с радостью. Седьмой шаг – визуализация и эмоциональный заряд. Наш мозг не всегда отличает воображаемые события от реальных. Это подтверждают многочисленные исследования в области нейропсихологии. Именно поэтому визуализация так полезна. Когда мы четко представляем себе желанный результат, разум начинает выстраивать пути к его достижению. Сядьте в спокойной обстановке и во всех деталях нарисуйте картину своего Нового года. Как вы выглядите? Где находитесь? Кто рядом? Чем заняты ваши мысли и чувства? Чем активнее вы сможете погрузиться в эту картину, тем сильнее зарядите себя позитивными эмоциями. Ваш внутренний посыл будет звучать как инструкция для подсознания. «Я живу так, как давно мечтаю», и начинаю делать шаги в этом направлении. Важно не просто вообразить, но и прочувствовать эти эмоции. Радость, уверенность, благодарность, любовь. Именно они станут топливом для реальных перемен. Сила благодарности и новые горизонты. Благодарность – один из самых мощных инструментов, который помогает нам переключиться с хронической нехватки на состояние изобилия. Когда мы благодарим жизнь за то, что уже имеем, мы невольно замечаем, как много у нас есть поводов для радости и гордости. Благодарность помогает снять фокус с неприятностей и мелких недоразумений. Уделите несколько минут перед сном, чтобы мысленно перечислить все, что подарил вам уходящий год. Людей, встречи, события, уроки, открытия. Возможно, год был не самым простым, но в нем наверняка были добрые моменты или хотя бы уроки, которые делают вас сильнее. Если хотите закрепить эффект, ведите дневник благодарности. В новом году этот ритуал позволит вам жить в состоянии открытости и ожидания хорошего, ведь чем больше мы замечаем позитив, тем охотнее он приходит в нашу жизнь. Как не растерять энтузиазм после праздника? Все мы знаем, как легко быть полным энергии в первые дни января, когда настроение еще приподнято и ярко горят праздничные огни. Но что происходит на второй-третий день, когда нужно вернуться к рабочим или учебным делам? Часто мы натыкаемся на прежние ловушки привычек и эмоций. Чтобы не потерять задор, заранее подумайте о стратегии поддержания мотивации. Может, это будет совместный челлендж с другом или подругой, вместе заниматься спортом или учить что-то новое. Возможно, вы составите план действий на месяц и будете каждый день отмечать свои маленькие победы. Или заведете группу единомышленников в социальных сетях, где все поддерживают друг друга. Важнее всего помнить: если вы чувствуете временный спад энтузиазма, это не значит, что цель не ваша. Это лишь повод найти дополнительную поддержку и перезагрузиться. Управление эмоциями и преодоление страха. Страх – естественная эмоция, которая возникает, когда мы сталкиваемся с чем-то новым. Он пытается защитить нас от неопределенности.
Нередко именно страх блокирует наши искренние стремления. А вдруг я не справлюсь? А если потерплю неудачу? Но задумайтесь, сколько возможностей вы уже упустили из-за того, что боялись сделать шаг. Справиться со страхом помогает осознание. Никто не рождается успешным и уверенным. Все приходит с опытом и последовательными действиями. Позвольте себе роскошь рисковать и совершать ошибки. Так вы растете. Новый год – идеальное время, чтобы заявить «я не боюсь пробовать». Когда вы замечаете в себе страх, не загоняйте его внутрь, а спросите «чего именно я опасаюсь?». Как я могу поддержать себя, чтобы преодолеть этот страх? С каждым ответом вы будете понимать, что любые препятствия – это ступени на пути к более осознанной, яркой жизни. Выбор окружения и взаимоотношений. Огромное влияние на наш настрой и цели оказывает окружение. В эти праздничные дни мы часто бываем в гостях или принимаем гостей, общаемся с друзьями, коллегами и родственниками. Обратите внимание, кто действительно вдохновляет вас, а кто подрывает вашу веру в себя. Иногда мы вынуждены контактировать с людьми, которые критикуют все подряд или живут в состоянии вечной жалобы. Будет ли справедливо обрубать контакты полностью? Решать вам. Но важно помнить, вы вправе выбирать, чье мнение впускать в свою жизнь, а от чьих слов и мыслей абстрагироваться. Окружайте себя теми, кто поддерживает ваши амбиции, разделяет ваши ценности и относится с уважением к вашим целям. Новый год – момент, когда мы можем переоценить свое социальное поле и определить, с кем нам по пути в наступающем году. Практика осознанности и медитации. Для многих словосочетание «новогодний марафон» ассоциируется с бесконечным суетливым круговоротом дел и предпраздничными хлопотами. Мы покупаем продукты, подарки, украшаем дом, но в этой суете легко забыть о самом главном – о самих себе. Осознанность и медитация помогут сохранить внутреннее равновесие и наполнят ваше сердце спокойствием и ясностью. Попробуйте в предновогодние дни выделять хотя бы 10 минут утром или вечером, чтобы сесть, закрыть глаза и спокойно понаблюдать за своим дыханием. Если голова полна мыслей, не ругайте себя за это. Просто дайте им проплыть, как облакам по небу. В такие моменты вы сможете прислушаться к настоящим желаниям и почувствовать, как ваше тело и разум синхронизируются. Тогда праздничная суета перестанет быть стрессом и превратится в приятные хлопоты. Слово «намерение» часто употребляют в духовных и психологических практиках. Оно означает нечто большее, чем просто желание. Это глубокая осознанная установка, в которой ваша мысль, эмоция и действие объединяются в одно целое. Определяя намерение на Новый год, вы даете себе внутренний ориентир. Спросите себя, что самое главное для меня в ближайшие 12 месяцев? К чему я хочу прийти? Ответ может быть связан с карьерой, семьей, здоровьем, развитием нового таланта или любым другим аспектом вашей жизни. Запишите свое намерение в настоящем времени, как будто это уже факт. Я веду здоровый образ жизни и чувствую себя бодро каждый день. Я развиваю новую профессию и расту в ней с удовольствием. Я укрепляю отношения с близкими и дарю им радость. С такой формулировкой вы настраиваете свой разум на свершение. Малая победа каждый день. Многие новогодние обещания рассыпаются, потому что мы пытаемся прыгнуть сразу в последний вагон или мчаться к огромной цели без промежуточных шагов. Но каждый большой успех складывается из малых действий. Вы решили бегать по утрам? Начните с 5 минут легкой пробежки, а не с 10-километровой дистанции. Хотите освоить новую профессию? Выделяйте по часу в день для обучения. Вместо того, чтобы пытаться освоить все за выходные, подумайте, какую маленькую победу вы можете совершить уже сегодня. Каждая галочка в вашем ежедневном плане, каждая пройденная минута тренировки – это вклад в новую версию вас самих. Записывайте свои достижения, радуйтесь им. Пусть маленькие шаги станут приятными кирпичиками в строительстве вашего будущего. Перезагрузка в канун праздника, 31 декабря, несмотря на всю суету, может стать тем самым днем, когда вы глубже соединяетесь со своими истинными стремлениями. Перед тем, как накрыть новогодний стол или отправиться в гости, найдите тихое место и вспомните, чем был наполнен прошедший год. Какими трудностями, какими радостями, какими неожиданностями. Поблагодарите себя за все, что выдержали, чему научились, что успели сделать. Вспомните, с какой точки стартовали год назад, и заметьте положительные изменения, пусть даже маленькие. Оцените, на каком уровне вы сейчас. Попросите себя, каким я вижу следующий этап. На что хочу направить энергию? Почувствуйте, как внутри просыпается улыбка. Улыбка предвкушения и вдохновения.
Именно в такие моменты рождается подлинная мотивация идти вперед. Минуты тишины перед боем курантов. Когда до наступления Нового года остаются считанные минуты, мы обычно стараемся не упустить праздничный момент. Включаем телевизор, слушаем обращения, поздравляем близких, звеним бокалами. Но если вы найдете в себе смелость выбраться из толпы на 1 минуту до главного удара часов и мысленно проговорить свое намерение, это создаст волшебный эффект. Представьте, будто вы на миг останавливаете время и шепотом говорите: «Я выбираю новый путь, я готова к обновлению, я жду от следующего года чудес и при этом сама готова их создавать». Эта короткая минута будет как точка перезагрузки, в которой ваша душа настроится на трансформацию. А когда куранты пробьют полночь, вы встретите Новый год уже с внутренней уверенностью и ясной целью. Ритуалы, которые поддержат настрой. Мы – люди, и нам свойственны эмоции и колебания. Сегодня мы воодушевлены, завтра уставшие, послезавтра снова радостные. Именно поэтому ритуалы помогают сохранить стабильную линию движения вперед. Придумайте несколько поддерживающих практик на первые недели января и придерживайтесь их. Утренняя благодарность. Записывайте 3 вещи, за которые благодарны. Короткая медитация перед работой, даже 5 минут тишины и ровного дыхания. Вечерний список побед, что сегодня получилось, что порадовало. Чтение вдохновляющих книг или статей. Каждый такой ритуал напоминает вам: «Я меняюсь, я иду вперед шаг за шагом». Не забывайте иногда заглядывать в свои записи, сделанные перед праздниками, чтобы увидеть, как далеко вы уже продвинулись. Работа с целями и корректировка курса. Новый год – это 12 месяцев, целый цикл, который мы наполняем событиями. Невозможно предугадать все повороты судьбы, и иногда нужно корректировать свои планы на ходу. Это нормально. Жизнь не статична, и мы тоже развиваемся. Если обнаружите, что к весне ваши приоритеты изменились, не корите себя. Просто сядьте и определите новую точку приложения сил. Главное – сохранять общую линию движения к более осознанной, счастливой и здоровой жизни. Постарайтесь раз в месяц выделять время на контрольную точку, чтобы задать вопросы: что у меня работает хорошо, где я сбился с курса, как я могу улучшить ситуацию. Такая практика удержит вас от бездумного скатывания в старые привычки. Как справляться с неудачами и продолжать путь? Неминуемо настанут моменты, когда что-то пойдет не по плану. Вы пропустите тренировку, сорветесь с диеты, провалите важное задание или поругаетесь с близкими. Многие в этот момент сдаются и говорят: «Ну все, снова не получилось, я безнадежен». Но именно здесь кроется ключ к росту. Примите ошибку как урок, а не как окончательный приговор. Спросите себя, почему так произошло? Чему я могу научиться? Что сделаю в следующий раз, чтобы не повторять этого? Сила в том, чтобы подниматься после падений. И если вы не бросите начатое, то будете удивляться, насколько сильно изменитесь к тому моменту, когда наступит следующая декабрьская пора. Каждый промах – это тренировка устойчивости и зрелости. Вера в свои силы и радость от процесса. Ваша жизнь меняется не только тогда, когда вы достигаете конечной точки, например, определенного веса, размера зарплаты или статуса, но и в самом процессе движения. Учитесь получать удовольствие от пути, хвалите себя за каждый шаг, замечайте маленькие успехи, поощряйте себя заслуженными подарками. Творите, экспериментируйте, заводите новые знакомства, учитесь новому. Все это наполняет жизнь красками и радует, а не только приближает к цели. Пусть Новый год станет для вас не гонкой за результатами, а возможностью раскрыть свой внутренний потенциал и привнести в жизнь больше радости, любви и искренности. Итоговая настройка. Осознанный выбор. Мы привыкли видеть Новый год как веселый праздник, в котором все решают хлопушки и поздравления. Но в глубине души каждый понимает все намного глубже. Этот праздник – символ внутренней перестройки. Когда наступает полночь, мир словно делает общий выдох, чтобы вдохнуть что-то новое. В этот переломный момент вы имеете право сказать себе: «Я выбираю жить так, чтобы радоваться каждому дню. Я беру ответственность за свою судьбу и делаю все, что в моих силах, чтобы превратить свою жизнь в яркое приключение». Неважно, верите ли вы в магию или опираетесь на строгие рациональные аргументы. Главное, что ваш выбор формирует тот самый импульс, который будет вести вас весь год. Приглашение к действию. Когда бой курантов стихнет, и вы обнимете близких со словами «С Новым годом!», не дайте этому порыву рассеяться.
Закрепите ваши внутренние обещания. Напишите на бумаге или в электронном дневнике, каким вы видите себя через год. Перечислите пункты, которые хотите воплотить в жизнь, какими качествами и навыками желаете обладать, что хотите чувствовать в повседневности. Это не просто запись, а договор с самим собой. Пусть он станет для вас своеобразным маяком, к которому вы то и дело будете обращаться, если вдруг потеряете мотивацию. И помните, любой путь начинается с одного шага. Сделайте этот шаг сразу после боя курантов, не откладывайте. Это может быть совершенно маленькое действие, но оно станет символом вашего серьезного намерения менять жизнь к лучшему. Ваш год – ваша история. Вы проживете предстоящие 12 месяцев так или иначе. Время все равно пролетит. Но от вас зависит, будет ли это годом пробуждения и смелых перемен или повторением пройденных сценариев. Ваша история творится здесь и сейчас. Вы автор своей книги жизни. И каждая страница – это результат вашего внутреннего выбора. Наполните ее смыслом, яркими эмоциями, настоящими чувствами и добрыми делами. И пусть в конце года вы с гордостью оглянетесь и скажете: «Я выросла, я сделала это, я отпустила старое и построила новое». Призыв к сотрудничеству с будущим собой. Когда мы думаем о будущем, часто представляем это как далекие горизонты. Но в реальности будущее приходит каждое утро вместе с первым вдохом после пробуждения. Если вы решили начать медитировать или сделать зарядку, начинайте не с понедельника и не после праздников, а сейчас. Каждый ваш шаг формирует судьбу. Представьте, что вы уже то самое улучшенное «я», о котором мечтали. Как бы вы поступили в эту минуту? Что бы выбрали? Пролистать ленту социальных сетей или пойти на прогулку и подышать свежим воздухом? Откладывать на потом значит оставаться там, где вы есть. А действовать сегодня значит приглашать своего будущего себя в настоящую жизнь. И так день за днем вы выстраиваете прочный мост между намерением и реальностью. Пусть этот Новый год будет не просто веселым праздником, а искренним шагом к счастливой и гармоничной жизни. Верьте, что у вас есть все ресурсы, чтобы воплотить мечты в реальность, потому что каждый человек обладает уникальным потенциалом. Делитесь своей вдохновляющей энергией с близкими. Помогайте другим поверить в себя, и тогда позитивные перемены распространятся гораздо дальше, чем вы можете представить. Откройте свое сердце новому. Осмельтесь быть счастливым. И пусть ваша настойчивость, смелость и любовь к жизни становятся светом, который освещает ваш путь и путь других людей. Новый год – это время чудес, а самое главное чудо – это вы сами.